А что я хотел сказать? Про кошку я хотел сказать, да? Скажи про кошку. А, Наш канал про кошек. да, у нас же канал про кошек. Всем привет! Очередной обзор из ателье Loud Sound. Обычный. У нас уже была, тем более, эта машина на обзоре. Прошлой зимой. Машина парня, который профессионально занимается греблей. Вот изменилось с того обзора то, что сборная России молодежная выиграла Европу, ну, в одном из классов. Это чемпион Европы по гребле. Его тачка, эта тачка именно музыкальная, то есть это не его основная машина, эту машину он собрал именно слушать музыку. Примечательно в этом автомобиле то, что система здесь хоть и стоит экстремального уровня, очень громкая, но она очень сбалансированно играет, бас очень хорошо соотносится с фронтом, очень стабильно играет и очень хорошо управляется. Стоит один из моих любимых магнитофонов Alpine из серии 98, старожил, такой олдскульный мафон. Были вот самые лучшие Alpine, которые до сих пор я считаю самыми лучшими и по звуку, и по управлению. Это 9833, 9835, 9853, 55. Здесь стоит 35-я версия, он был до 55-го. Из минусов можно сказать только про всеядность, он не поддерживает USB, но ставится AUX интерфейс, и по AUX можно слушать спокойно с iPhone музыку. Также стоит обратить внимание на сабвуферы, они были установлены зимой, это самая бюджетная версия DevBonds, 183, после них шли 318, после них 418, вот это самая младшая линейка DevBonds, бюджетная. Я ставил на то, что он их спалит, но вот с зимы он их слушает, и, если честно, я не удивился. Давайте поближе покажу вам аудиосистему, и потом мы ее включим, посмотрим, как флексит. Потестим встроенный микрофон на новой камере. Это элитный дорогой пердеж должен получиться, любители пердежа оценят. И также напоминаю, что у Тиграна больше нет кошек. Коты в видео Loud Sound никуда не делись, теперь это ваши коты. Фотографируйте их с какой-то автозвуковой тематикой, либо в сабвуферах, либо на сабвуферах. И сегодня в конце видео мы покажем несколько кошек наших подписчиков. Идиотизм, да, Тигран? Начинаем, как обычно, с-под капота. На капоте у нас теперь нарисовано, смотрите, Стелла, собака и речной вокзал. Набережная, да. Красивая аэрография на капоте теперь. Это вот к изменениям с прошлого обзора. Также у нас произошли еще некоторые изменения, мы вам их покажем. Здесь стоит бюджетный, но мощный Excite EK700. Это AGM аккумулятор. Ему в помощь добавили еще несколько аккумуляторов Narada. Они стоят сзади. И здесь все в лучших традициях разведено. Термоусадка, полиэстеровый рукав. Все как обычно, да? Ты научился правильно говорить полиэстер? Полиэстероловый, может. У нас машина, можно сказать, монобренд DevBonds, если бы не несколько усилителей Kicks. Давай двери покажем. А кто двери делал? Чубарь. Это Женя Чубаря работа. У нас установлены DevBonds M80 и M60 Neo. Вот ферритовые 20-сантиметровые медбасы. Одни из самых громких двадцаток на рынке. И M60 Neo. Они же взяли свое начало у фиолеток. Это по сути фиолетки. Вот 6ND410, F13, только без ушей. Уже в обычном 16-сантиметровом форм-факторе. И высокую частоту воспроизводят твиттеры T34. Как я уже говорил, одни из самых лучших сейчас твиттеров, которые можно купить в плане бюджета. Лучше, наверное, только BNC DE35, с которых их, в принципе, и слезали. Ну, BNC стоит в 3 раза дороже, 15 тысяч за пару, эти стоят 5,5. Вот такая вот дверь получилась, аккуратная, громкая и не сильно тяжелая, в принципе. Отлично закрывается, открывается, не провисла. С зимы она эксплуатируется в таком режиме, и все с дверями здесь в порядке. Сзади установлен усилитель Kicks QS 4.160. Он усиливает сигнал на твиттеры. Слева располагается усилитель DevBonds 5500 моноблок, очень мощный, который усиливает сигнал на два сабвуфера, как я уже говорил, DevBonds 183. Очень порадовали малыши и очень удивили, что не сгорели за такой период эксплуатации. Давай трубы покажем сразу. В багажнике смотреть особо нечего, кроме разве что вот эти 3 порта. Вот так вот выглядит аудиосистема. Она сейчас повседневная.
То есть результат здесь не такой уж и высокий. Ну, в принципе, для повседневного это высокий результат. 152 дБ сейчас музыка играет. Но тут есть куда пилить. Если появится желание участвовать в соревнованиях, можно поднять частоту. Сейчас 35-40 Гц. Здесь полка очень ровная. Если поднять выше, конечно, будет и результат сумасшедший. Слева располагается Kicks Tornado 4.175, хороший усилитель. Но вот от 480 DevBonds или HLX его отличает то, что у него не такой развитый фильтр HPF. Чуть-чуть хуже фильтра, так в принципе тот же самый усилитель корейский, добротный. Очень громкий, очень качественно играющий. Вот она, собственно, вся аудиосистема. Остается показать только головное устройство. Эргономика в автомобиле не потеряна. Сидеть удобно. Никаких неудобств не доставлено, пищалки не упираются, можно и класть руку на подлокотник, и сверху на пищалке, очень удобно. Спинка откидывается как нужно, короб не мешает, и то есть при такой экстремальной аудиосистеме, повседневной при этом, мы еще не потеряли нисколько в эргономике, сидеть отлично, можно ездить, слушать музыку. Магнитофон 9835, один из моих любимых, очень живая графика, очень удобное управление, классный мафон, и по звуку вот, он просто один из лучших, я бы сказал. Супер звук. И вот видите, да, отличие от вот новых китайских балалаек, вот эта вот живая графика приятная. Очень приятный мафон, и стоит отметить, что ему уже много-много лет, до сих пор ходит, вот видите, он потертый, крутилка, все это работает, никаких призвуков, шумов, ничего нет. Настройки очень простые, сабвуфер порезан на 63, мидбас снизу на 100, сверху на усе он не порезан, играет вовсю, сверху порезана эта полоса на 5 кГц. И среднечастотники порезаны снизу на слух на усилителе. Твиттеры на 8 снизу третьим порядком. Вот, можно регулировать их больше-меньше, есть огромный запас. Они тут прям вот вырываются вперед. И вообще запас, как всегда, я по громкости ставил у системы. Если будет мало, есть куда добавлять. Что-то было усилено, да, Тигран? Что вы усилили? Да, усилена была крыша. Передняя часть крыши была проклеена в 4 слоя, Prof F, задняя в 3 слоя. И также мы заварили крышу, ее немножко оторвало, снимали лобовое, и вот так вот ее отсюда, вот от этой точки, видно даже чуть подкрашено, и до той точки полностью крыша была оторвана. И также внутри усиления были тоже оторваны. Вот тут шла балка, и она пополам была оторвана. Мы все это дело приварили, в общем, заварили, и сильно машину и все заново работает, да. И также мы еще здесь усилили, помимо крыши, мы усилили питание. Добавили 4 нарады 100-амперные, потому что 180-амперные здесь не влазили. И 4 нарады у нас разместились. Сейчас покажу где. 2 с этой стороны и 2 с той стороны. Они закреплены, никуда не денутся. Зато все компактно получилось с такими аккумуляторами. Если кто-то помнит, в эту машину сажали кошку Тиграна. Приложишь это видео, кстати. По которой сейчас плачет половина подписчиков. Да. Где кошка, Тигран? Убежала. Слышь, ты в натуре, как ты мог? Как ты... Если бы она только тебе принадлежала, но это уже достояние. Да, это уже было достояние. Теперь срет где-то в другом месте. Она просто срала у Тиграна везде, поэтому ее... А опусти окно, покажем главный элемент инсталляции. Как ты туда включилась? А может навалим, Тигран? Давай. Чуть-чуть. Сейчас мы включим музыку, наверное, ненадолго, пока соседи Тиграна не взбунтовались, потому что система очень громкая получилась. По сути, здесь стоит 4 среднечастотника DevBonds M80. Не поворачивается язык назвать мидами, они играют очень бодро середину и подпирает их очень бодрая неодимовая середина и 2 очень громкие пищалки. На самом деле очень громкий фронт. Сейчас мы его на чуть-чуть включим, не знаю, что запишет микрофон. Ну,
Любители пердежа оценят, а не любители пердежа опять у вас будет повод пописать, что за пердеж, пишите. Сразу для тех, кто спрашивает, приложение какое? Lazy Tool. Трек какой? Let's Get Down. Сакой Саян Remix. Пищалочки как четко. I seen many things. All the girls and the boys, birds and bees. Said I wake up thinking of you, your face and mine together. What is this I think I feel? Oh gosh, I wanna feel the sunshine in my bed. I wanna see your face when I wake up. Let's get down, let's get down, let's get down, down, down. I wanna be the light in your mind. I wanna feel the sunshine all the time. Let's get down, let's get down, let's get down, 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 down. Ну, весь трек мы не будем слушать, тут действительно очень громко, соседи могут прийти. Если хотите послушать полностью трек, можете найти его на странице диджей Сакой Саян. Саркис Саян — это наш хороший друг, у него очень много таких треков, очень талантливый диджей. Я группу укажу, там очень крутые треки. Так, и что, нам надо негров, наверное, чуть-чуть, да? Давай датчик повесим, Тигран. Давай мага дерзкий, четкий, резкий. А что? Чтобы пригорело побольше количество людей, мы включим Тимати. Все любят Тимати. Ты любишь Тимати? Нет. Почему ты не Я любишь? люблю русский рэп. А армянский любишь Нет. рэп? Короче, Тимати. Вот так трек, блин. Это аргумент веский. Ты готова, будет разговор не детский. Я жесткий, мощный, аппетитский. На авто, регион зверский. Никак не скрыть темперамент гор. Чисто жесткий, мага не как и. Мага исчезает с карты восьмого. Чемпионом теперь золотым. Ходит телефоном, как дома авто. Района, в районе изи, скупает перси, сама. Поднимаю гость, чтоб не шли свободны, чтоб бродяги в люди тоже правили. Ну что, мага, Тигран, что скажешь? Скажу, Валит? знаете, что валит, но мы будем собирать скоро из нее бешеный один проект. Пока тишина, пока секреты. Но будет... Стена будет. Какой секрет? Я все спалил. А это Юра, владелец автомобиля. Тебе нравится? Ну как, уже привык, хочется сильнее. Уже хочется стену. Я спалил, да, что-то? Да что-то ты спалил. Что-то я спалил чуть-чуть. Ладно. Ну тут и без стены нормально так убивает. Сейчас посидели с магой, Тиграном. Ну да, блин. Короче, кошки у Тиграна нет, теперь ваши кошки. Артем Белый первую фотку прислал. Там кот застрял в сабвуфере Edge в активном. Активный код застрял в активном сабвуфере. Вторую фотку прислал Артем Корсунов. И тут кот вылизывает себе яйца, сидя в сабвуфере Урал. Ничего необычного. И Мишу Москаленко не можем не упомянуть. Миша Москаленко прислал
фотку с сабвуфером Пионер, на которой вроде бы котов нет, но если присмотреться, там какая-то злобная морда убийцы какого-то, который только и поджидает. Миша, честно скажи, включал сабвуфер, пока он там? Я бы не удержался. Мне интересно, как этого кота выдует из этого порта. Вот эти 3 фотки, присылайте ваших котов. Ссылка под видео будет, я еще не знаю куда, наверное, какой-то надо другой электронный ящик создавать, потому что мне заспамили ящик своими котами, причем все подряд, просто кошку сфоткал, быстро надо в LoudSound отправить. Теперь у меня есть, я не знаю сколько, там сотни фоток подписчиков с котов. Больше не будет кошки у Тиграна, поэтому только на ваших будем выезжать. Все, всем покажите громко. По сути, копия 4. Охуительно. Кузя! А нахер ты на работу ходишь, простывший? Он мотор свой Слышь, отрабатывает. ты эксплуататор, да? Ну, чуть-чуть. Короче, Кузя высморкался. Это ни в коем случае не антиреклама, как Kicks. Хороший усилитель.